We're on chapter 20 tonight, beginning chapter 20. Мы с вами сегодня на 20 главе. The Начинаем 10 words. 10 слов. Words. Да. 10 слов. Че? У меня Библия есть. Декалог ты имеешь в виду? Декалог? В смысле, Библия? Yeah, we like to call them the 10 commandments. yeah. Наверное, это испорченная, да? Мы же знаем, да, такое слово декалог, Игорь? Какое? Ну, конечно. 10 заповедей, декалог. Мы это кто? Мы нет. Ну, мы как бы... Ну, вообще, да, это употребляется. And the Jews call them the 10 words. Вот, именно так его называют евреи. 10 слов. 10 заповедей, 10 слов. Because that's what the text says. Потому что так написано в тексте. Let's go ahead and then, speaking of the text, let's go ahead and read the text. Так, вот мы дошли до текста, давайте почитаем. Exodus chapter 20. Исход, глава 20. Let's just read the whole thing so we can keep the context together, I guess. Why not? Whole chapter? Why don't we just read through verse number 21, because we're not going to get through the whole chapter today anyway. Let's read verse 1 through 21. Давайте с 1 по 21 почитаем. Ну, С первого по какой? тогда с первого. 21. Ага. «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся ему, не служи ему, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7 — суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. Спасибо. So we're coming now to the beginning of the second half of the book of Exodus. Мы с вами приступаем к началу середины второй части этой книги. The book is generally divided in half, chapters 1 through 19, and then verse 20 through the end is the Обычно second half. исход делят с 1 по 19 главу и так далее. And just for the mere simple fact that chapters 1 through 19 talk about Israel coming out of Egypt. И это соответственно содержанию, естественно, потому что с 1 по 19 главу Израиль выходит из Египта. And in the second half, Israel is at Mount Sinai, and they're receiving the covenant and instructions from God. И далее Израиль находится около горы Синай и получает от Бога заповеди. So the Israelites then, they've been saved from bondage in Israel. Now they're coming into covenant relationship with their God. Сначала Израиль был спасен из рабства египетского, сейчас Израиль вступает в завет с Богом. And we're seeing then as we mentioned in chapter 19, the fulfillment of God's promise to Moses that, he would be worshiping with his people or meeting with them at
this mountain. И в 19 главе мы с вами видели, что то пророчество, которое Бог дал Моисею о том, что народ будет поклоняться ему около горы Синай, оно осуществилось. Now, today we're probably not going to dive into the text too deeply as far as going through the commandments one by one. We want to look maybe more broadly at the commandments and how they fit in with God's relationship to the people. И сегодня мы с вами будем говорить о заповедях, которые Бог дал своему народу. Но мы не начнем их пока еще разбирать одну за другой. Мы посмотрим в общем, чтобы понять, представить себе те отношения, которые Бог устанавливает со своим народом. And so we're going to talk a little bit about maybe the form of covenants. And we talked a little bit about this last chapter because it's kind of moving into the same thing, only a little bit more in depth, maybe, right? И мы снова затронем форму этого договора, то есть завета Бога с Израилем. Да, мы уже немножко об этом говорили, но сегодня поговорим еще. Because remember in chapter 19, God said, do what I say and I'll be your God and you'll be my people. And the people said, yes, we'll do it. В 19 главе мы читали, что Бог сказал своему народу: делайте то, что я вам говорю, и вы будете моим народом, я вас спасу. И люди ему ответили: да, мы все сделаем. And so now in these next chapters and even continuing on through the book of Leviticus a little ways, God is going to clarify what he means by do what I tell you to do. И начиная с 20 главы Бог объясняет своему народу, что же это имеется в виду: делайте то, что я вам говорю. Начиная с 20 главы, весь исход и даже до книги Левит. So we're coming into this legal portion, and it takes the form of a covenant, or what's called in, I guess, historical terms, a suzerain treaty. Итак, мы с вами говорили и сегодня продолжаем, говорить о том, что завет Бога со своим народом, он принял форму договора, как такого, какой был принят в то время, договора, который писал сюзерен, господин, победитель. So it was the kind of treaty that a conquering person or a person who defeated someone would make with the people that they had defeated. То есть это победитель в какой-то войне, в какой-то битве заключал такой договор с побежденным народом. Or in this case, it's a covenant between a powerful person who has rescued someone or done something great for them, and they're then submitting to his leadership or his rule. В нашем случае это договор между могущественным спасителем и теми людьми, кого он спас. То есть вот спаситель устанавливает определенные правила. And so normally the king would say something like, I am the great king, who conquered you, and I promise to take care of you and protect you if you do all these things. Обычно в таких договорах того времени писалось таким образом: начало: я могущественный король такой-то, 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 который покорил вас таких-то, таких-то, обещаю вам свое покровительство и защиту, и взамен вы должны будете сделать то-то и то-то. And we see this form right here in the beginning of chapter 20 again. И здесь, в начале 20 главы, мы видим подобное. First of all, verse 1 tells us, who is the one who's going to be talking here. Первый стих говорит нам о том, чьи слова сейчас будут записаны. «Изрек Бог все слова сии». So we know directly that God is speaking all these things. Мы точно знаем, что именно Бог говорит все эти слова. God is speaking, the people are listening. Бог говорит, а люди слушают. And we know later on that afterwards, after they hear all this and stuff, they don't want God to speak to them anymore. They want God to speak to them through Moses, right? We saw that at the end of this passage. И мы знаем, что когда люди выслушали все то, что сказал им Бог, люди сильно убоялись и попросили Моисея, чтобы тот попросил Бога, чтобы Бог больше с ним не разговаривал, говорил только через Моисея. That's in verse number 19 here, right, in our chapter. Мы с вами это прочитали, да? So God is speaking to them, and he begins his contractual kind of agreement with them with the preamble, which talks about who's giving and who's receiving this covenant.
Итак, Бог говорит, и говорит Он вот что, то есть то, что у нас называется, это часть первая преамбула, да, в ней говорится о том, кто есть этот победитель, кто есть этот защитник. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. And again, God talks just like the king would say. He says in verse number 2, I am the Lord your God, right? Вот, вот Он называет себя не просто Богом, да, а Господином. Я Господь. And then he briefly reminds them of what he has done for them, right? He's brought them out of the house of Egypt and out of slavery. И здесь же краткое напоминание о том, от чего Он их избавил, да, вывел из земли египетской, из дома рабства. So this rescue of the people is what is going to cause them to enter into this covenant with God. Почему этот народ должен войти в завет с Богом, да, потому что Бог их спас из рабства. Now these covenants, they all come with stipulations. That's the things the people are supposed to be doing, the things they're obligated to do. И далее идут наказы, заповеди, да, правила, то, что эти люди должны выполнять. And we're going to see these stipulations beginning here with the 10, and then really continuing on through. There's like 600 some laws that are written out here in the Exodus, Leviticus, Numbers section И here. мы видим эти правила, инструкции, вот начиная с этой главы, когда они даны в 10 заповедях, потом далее в исходе в различных правилах, постановлениях, в Левите, и также в отдельных правилах, которых было написано 613, самим народом уже добавлено. So as we work our way through this passage, we're going to see a lot of a huge amount of rules. In fact, there's too many rules here for anybody to possibly keep all of them perfectly, right? Вот. И когда мы с вами будем изучать эту книгу, да, мы увидим, насколько много было правил написано, и поймем, что очень трудно было людям, практически невозможно все это соблюдать. So the question always comes up, why did God give people all these laws? What's the reason for them? Здесь всегда возникает вопрос, зачем же тогда Бог дал столько много законов? Well, they had, in the Old Testament times, the practical purpose of setting the people apart from the people around them. Во времена Ветхого Завета такое большое количество правил служило практической цели. То есть посредством этих правил люди, народ Божий, отделялся от народов языческих их окружавших. Right, a lot of the way they would dress, a lot of the ways they would act, this separated them from the other pagans that were around them. То есть было расписано подробно, как одеваться, как не одеваться, как делать то, как делать это. Очень много было расписано для того, чтобы отличались израильтяне от язычников. Right. A day of rest, that's kind of unheard of, a Sabbath day during those times. There was no resting day. You got up and you worked, and that's what you did day after day after day. Тот же самый день покоя, да, это было что-то беспрецедентное для языческого мира, да, потому что все окружающие народы, они работали, разговора о том, чтобы отдыхать не было, и Бог дает такую заповедь своему народу. Right, that would have been something noticeable. Food laws would have been something noticeable. People, the things they couldn't eat. И это было интересное, новое и заметное для окружающих. Точно так же дело обстояло и с законами о еде. То есть своему народу Бог многие вещи не разрешал есть. Right, so then as we work our way through here, like a lot of these will happen not even until later in Leviticus, but later in Exodus, we'll see some blessings and curses. Of blessings if you follow the laws, curses if you break the laws. Далее полагалось записывать благословения и проклятия, да? Благословения, которые следовали за соблюдение этого договора, и проклятия или наказания, которые следовали за несоблюдение. So we only find like 4 of these immediate ingredients in Exodus, but all of these covenant characteristics are going to be found by the time we get to Deuteronomy. He's going to have a full covenant picture with Israel. Вот эти благословения и проклятия, они в исходе, они только в 4 местах встречаются, а дальше в других книгах они будут встречаться, и там до Второзакония. Right, so basically the giving of the law starts now, and it doesn't really end until you get through Deuteronomy. There's not like a separate chunks of things. It's kind of God revealed in these next books as we work our way through. То есть фактически мы можем сказать, что в 20 главе начинает Бог давать закон, да, то есть у нас записано все,
И это продолжится до Второзакония. But these 10, these are known as we call them the 10 Commandments. И эти 10 правил, которые мы сегодня прочитали, будем разбирать, да, они известны нам как 10 заповедей. Right? The Jews called them the 10 words. Евреи называют их 10 слов, 10-словие или декалог. Right? Because nowhere in here does it actually use the word God commands you to do these things. Потому что здесь вообще здесь нет фактически слов, да, что Бог повелевает вам или заповедует вам сделать вот эти 10 вещей. And so he say God spoke these words. It says in verse number 1, God spoke these words. Doesn't say commandments. То есть мы в первом стихе с вами прочитали: изрек Бог все слова сии. То есть тут не говорится, что Бог дал заповеди. But nonetheless, they are given as instructions from God, and so we take them as commandments, right, as law. Но в любом случае эти слова изошли от Бога в виде инструкций, в виде правил, в виде наказов и заветов, поэтому мы их так и называем заповеди. And so these 10 words, these 10 sayings, they lay the foundation for all of the law that he's going to reveal here. И на этих 10 заповедях как бы основывается весь остальной закон. And they're going to serve as kind of like we have the Constitution, right? We have our Constitution, and then there's like other laws that are written that are more specific laws. И они здесь можем сравнить с нашей современной системой, да, они служат как бы конституцией, да, вносится основной закон Конституции, на него все остальные законы складываются, добавляются, и здесь вот 10 заповедей, да, это основное. And then people like to oftentimes divide these 4 laws, these 10 laws up into 2 different sections. They have laws that apply to our relationship to God and laws that apply to our relationship with other people. И часто, когда мы изучаем эти 10 заповедей, мы их делим на неравные части 4 и 6. То есть 4 это заповеди, регулирующие отношения с Богом, и 6 это заповеди про отношения с людьми. And this idea is confirmed by Jesus when he taught about the law in Matthew. И Иисус как бы подтверждает вот эту идею, продолжает эту идею, когда он говорит о законе в Евангелии от Матфея. So if somebody wants to read Matthew chapter 22, Матфея 22 главу кто-нибудь может нам прочитать? verses 34 through 40, 34 до 40. 40, ага. 40, 20, 22. 22. Какого стиха? Матфея 22. 34. Ага, 34-40. до 40. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчании, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Какой стих? 40. Ага. Вторая же, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих 2 заповедях утверждается весь закон и пророки. Right, so interesting when Jesus is asked which one of the commandments are the greatest, he doesn't go to the list of the 10 words, right? He goes elsewhere. Вот. Интересно, что когда Иисуса спросили, какая заповедь наиглавнейшая, Иисус не обращается конкретно к декалогу, к 10 заповедям. Right, he quotes Deuteronomy chapter 6 verse 5, which says, "Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength." Он цитирует Второзаконие, да, говоря: возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Right, that's Deuteronomy chapter 6 verse 5. Второзаконие 6 глава 5 стих. And then he also turns to Leviticus chapter 19 verse 18. И затем он обращается к Левиту 19.
19, 19, 18, 18, which says, love your neighbor as yourself. где говорится: возлюби ближнего своего, как самого себя. Right, so Jesus is dividing up the law into two basic relationships: your relationship to God, your relationship to other people. То есть Иисус тоже разделяет весь закон на две части: отношения с Богом и отношения с людьми. Right, so you could really draw, in a way, you could draw a chart that has two laws, and then the 10 commandments next, and then all the other commandments kind of flow out of those commandments that talk about our relationship either to God or our relationship to other people. Да, мы можем это разделение представить себе в виде таблички, да, расписать вот отношения с Богом, отношения с людьми и туда вписывать заповеди. Because he talks about how the commandments, they all hang on these two commandments. These are the two main relationships that we have to deal with. Потому что вот Иисус дает понять, что именно на этих двух взаимоотношениях основана вся наша жизнь с Богом и с людьми. And so there would be two commandments, and then there would be 10 commandments, and then there would be 600 and some laws that are coming from all of those. Независимо от того, сколько мы с вами будем считать, да, будем считать 10 заповедей ветхозаветных, или 2 заповеди новозаветных, или 613, сколько там написали древние иудеи. Right, and so these two categories then help to explain all of the relationships that we live within. Все они попадают под эти две категории: отношения с Богом и отношения с людьми. Now, there are a lot of laws, but in general, the old legal system didn't work the same way that our legal code works. Законов у них было много написано, но на самом деле те законы, которые были написаны в древнем мире, не работали не так, как наши современные. Our law code tries to have laws and consequences for all the things. So when you go to court, you can quote the law and say, he broke this law, here's, he's guilty, here's the penalty. We tend to have our law system work that way. Наши законы современные, они составлены как? То есть говорится, что нельзя делать, говорится, какое будет наказание за это получено нарушителем. И, допустим, если мы приходим в суд, да, обвинитель говорит: вот этот человек нарушил вот это, за это ему будет вот это и вот это. But these older laws tended to work as paradigms. They gave a model of what the law was supposed to be, and then it was up to the judges to see how that law applied to a certain situation. Древние законы, они давались как парадигма, как концепция. То есть вот так в общем можно или нельзя поступать, да, и когда уже что-то совершалось, да, люди приходили к определенным судьям, и судьи сами решали, каким образом и какой закон применить. And so judges had to use kind of their common sense to decide if a law had been broken. То есть судьям приходилось использовать свой здравый смысл, чтобы понять, какой закон в данной ситуации нарушен. Right. So, for example, one of the Israelite laws says something like, you have to make restoration if you've stolen an ox or a sheep. Like if I steal your ox and I get in trouble, I have to pay for it. Например, один из древних законов говорил, что если ты потерял моего осла или ослицу, то ты мне должен возместить. What happens if I steal your goat? Right, it's not in law. А если я утащил у тебя не ослицу, а козу, например? Does that mean I don't have to pay you back? Значит ли это, что раз в букве закона такого не написано, то закон здесь не работает? Я тебе не должен ничего за это заплатить. No. Back in the old days, they used the principle, and they would say, obviously, you stole the goat. It's not on the list, but the principle applies to other animals too, not just the ones that are listed here. И вот в древней системе правосудия это работало так, что принцип был написан, да, что домашнее животное там украло, уж какое, по ходу дела определяли. Right, so it's just common sense. The law says anyone who attacks his mother or father must be put to death. Или, например, другой закон, который говорил, любой, кто убьет отца или мать свою, должен быть предан смерти. Right. Well, what happens if I attack my grandmother? Если я убью свою бабушку. Right. So these are common sense things that the people are expected to say. Well, of course,
that applies to you also. I mean, То it's есть just common здесь, да, sense. здесь включался здравый смысл, потому что да, конечно, любой член семьи, если пострадает от Какие-то тебя. безумные, да? Нет, ну, Автоазия. написано и написано. Не знаете, что это? Right, so because of this principle, God didn't have to make a list for every single thing. People were expected to think a little bit. Да, именно поэтому Богу не приходилось все расписывать, как у нас в Уголовном кодексе, да. Люди сами думали, ориентировались в каждой ситуации. Right, which I guess speaks a little bit against legalism, where we tend to try to follow the letter of the law so much, when really the law is not written to be followed by the letter. It's written to be followed by the spirit of the law and the intention of the law. И, кстати, это говорит против законничества, да, потому что здесь получается, что людям нужно было следовать духу закона, а не букве. А о повреждении там речи не шло? Всяко Ну, было. один глаз выковырил, он же не умрет. Там про это и про глаз, типа. Безумные какие-то. Right, so because of that, you could take this thing like Jesus. Because of this, Jesus was able to sum up all the law with two laws, because you could from these two things you could extrapolate all of the other laws if you started actually to think about it, right? Ну, в любом случае, да, интересно, как Иисус объединил, да, весь закон, разделив его вот на две большие части: отношения с Богом, отношения с людьми. You could do the same thing with the Ten Commandments. You could work from just the Ten Commandments. И то же самое, да, можно сделать с 10 заповедями. You could do, and that's why God only had to write 600 and whatever laws. He didn't have to write 10,000, because people are expected to think a little bit. Вот, именно поэтому Бог не дал им 600 законов, да, дал всего 10 заповедей, потому что люди сами себе все потом могут додумать, если им их где включат. Right, because really, if you wanted to take these laws very legalistically and just straight, these laws are written to singular males, right? Which means that they don't even apply to women. Интересно, что если приходить вообще как бы согласно букве закона, да, вот к 10 заповедям, они были написаны для кого? Для мужчин, только для мужчин. К женщинам они не применялись. And only to singular. So if there's a group of people, if a group steals something, then it wouldn't apply. I mean, if you go technically И by... опять же, да, написано это в отношении одного человека, да. Вот если мы читаем, там мы видим, что одному мужчине все это написано. А если группа мужчин вот это вот что-нибудь сделает, значит, к ним согласно букве закона не применяется это. А женщина? Женщина? Слова мата не было. Right, so where God expects us to think, I guess, is what the bottom line is, right? And not act in a legalistic way, but learn principles of how to arrange our lives. То есть Бог изначально, он не законник, да, он дает людям думать, он дает людям принципы и дает им свободу применять эти принципы к различным ситуациям. Right? God says, love me. He gives us all these rules to say, here's examples of how you can love me. He's like, now use your brain and make sure you're really loving me, you know, not just following these rules. Вот. И когда Бог говорит, любите меня, возлюбите меня, да, и дает там примеры, то есть каким образом можно его возлюбить, там, всем сердцем, всей душой и так далее, да, и дальше применяйте свой разум, то есть делайте выводы, как именно вы можете проявить свою любовь ко мне. Right. So in the New Covenant, we also have what we call the law of Christ. В Новом Завете у нас есть закон Христов. Somebody want to read Galatians chapter 6, verse 2. Давайте, пожалуйста, Галатам 6 глава, 2 стих, почитаем. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Да? Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Какой стих? Галатам 6:2. Right, so they've even boiled these whole things down to this. This is the relationship between myself and others, and I'm carrying others' burdens, and it has to do with my relationship to God also. This whole thing is tied together in this one law that he says, that's this way you'll fulfill Christ's law, right? То есть здесь как интересно, да, увязывается закон по отношению к Богу и к людям, да, то есть носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. But this requires some thinking. I mean, what does this even mean? Но здесь нужно
Голову включай, да? Что значит? О чем сказано? Like, what does it mean to you to fulfill Christ's law if he says, you know, carry each other's burdens? What does that mean to you? Что значит исполнить закон Христов? Что значит носить бремена другого человека? Это вопрос вам. Можно свои варианты давать. Сострадать. Милостиво относиться. Заботиться, любить. На себя. Pick them up and run. Вместо шарфа. И понес, как Христос овечку. Ну, образно, да? Right, so it has, I mean, Сумку помочь поднести. Не забыть, главное, себе домой не себе. унести. Да. Да, не унести. Поднести дом, помочь. Времена. Да. this has very wide-reaching ramifications in your life if you're told to bear each other's burdens, right? На самом деле, да, когда нам говорят носить бремена друг друга, это может относиться к очень различным областям нашей жизни. When we think about even like suffering together with one another, right? То есть мы здесь начинаем думать о том, да, как сострадать человеку, да, страдать вместе с ним, переживать. Oftentimes, instead of co-suffering, we end up judging the person instead of suffering along with them, or, you know. Хотя иногда так получается, что вместо того, чтобы сострадать человеку, мы начинаем его обвинять. Especially sometimes in sins that our people are suffering in their sin, and we don't carry them through it. Instead, we point the finger at them and we condemn them, right? Особенно, когда страдание человека связано с каким-то грехом. Тогда нам вообще очень сложно сострадать такому человеку, да. Легче гораздо его обвинить, показать на него пальцем. But it's a question of how are we going to live the gospel out in our relationship with this person as far as the law and then God's grace, right? How do we? It's not easy. В таких ситуациях, да, всегда стоит вопрос, каким же образом мы здесь увяжем закон Божий с милосердием Христовым. Right, it's not easy, and that's why people like to have a list of laws, and it's easier to be legalistic than it is to. Это очень непросто, да, fulfill поэтому this, right? людям гораздо легче написать очень много маленьких законов и закончиков, чтобы им было как-то легче ориентироваться. Because this requires us to put in some effort and to put some brain power into it. Потому что вот то, что мы читаем закон Христов, да, нам тут не дается четкого описания, что мы должны делать. Тут нужно обязательно включать свой разум. So God's given us these words and these rules, and He's given us what we're going to use for guiding principles in our lives as believers. Итак, Бог нам дает эти слова, эти правила, эти заповеди, то есть основные руководящие принципы для нашей жизни как верующих людей. Because that's, as believers, we have to think, what is the reason for these covenant rules that we have from God? What role do they play in our relationship to Him and in the way we live our lives? И как верующие мы задумываемся над тем, какую же роль играют вот эти заповеди в нашей жизни, Right, because в отношениях с Богом и с людьми. we can't just throw the law out, right? Мы не можем просто так убрать закон, Jesus says He didn't come to get rid of the law, He came to fulfill the law. потому что Иисус сказал, что я пришел не нарушить закон, а исполнить закон. What I like, the verse that I always like to go to is 1 Timothy chapter 1. Давайте посмотрим первое послание Тимофея, 1 глава, Why don't we read verse 8 through 11? с 8 по 11 стих. Давайте почитаем. 1 Тимофея, 1 глава, с 8 по 11 стих. Найти еще Тимофея. Читать надо каждый день. Да. Искать надо каждый день. Каждый день Тимофея увидишь. Воочию. You can find them all the time except when you want to, right? Увидишь, как Тимофея. Он сейчас явно когда читает. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и не
Что за слово? Непокоривых? Непокоривых, по-моему. Непокоривых. Наверное, непокорных. Покорно. Да. Непокорных, нечестивых, грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, который мне верен. До 11 же, да? Yeah, that's fine. Right, so Timothy is, Paul's writing to Timothy, is telling him the law is good. And people like to stop at that point a lot of times. The legalists like to stop at that point. Значит, Павел, когда писал Тимофею это послание, там он написал, что закон добр. И очень многие люди, да, особенно законники, они здесь ставят точку и это все цитируют. They like to pull that out of text. But they don't like to read the last part that says, if it is used properly, right? This is I think the key to this text. Но дальше идет то, что я считаю ключевой частью этого текста, да, закон добр, и дальше, если он Закон употребляет его, да? законно употребляется, да. Right. So Правильно. So as believers, we need to be thinking, what is the role of God's law in our daily life? И нам, как верующим, нужно задумываться о том, какую роль играет закон Божий в нашей жизни. Right? I guess повседневной жизни. I guess I could throw that question out to you. What is the role of God's law in your life? What does it help you with? Вот, help you with. Or how does it direct you or guide you or whatever word you want to use? Yeah. Вот я вам задам вопрос, да, который хочу получить ответ. Какую роль играет закон Божий в вашей жизни? В чем он вам помогает? Как он вас направляет в вашей ежедневной, повседневной жизни? Контролирует от греха. Указывает на грех. Указывает закон, он разные имеет свойства. Для всего мира, может быть, он как, наверное, такой морально-нравственный ориентир, как написано в Галатам, увлечение, умножение беззакония. Закон, говорит, пришел позже. Обетование же было на 430 лет раньше, потом пришел закон. Но обетование продолжило действовать. Почему? И Павел Галатам объясняет. Закон не мог дать жизни, он не животворил, но он заключил всех под грех. Чтобы ты смотришь закон, и он говорит тебе, проклят, проклят, несовершенен, ты нуждаешься в обетованиях. Но закон важен, он помогает контролировать общество. Неотвратимость наказания часто сдерживает людей от беззакония еще. Ну и разные у него могут быть проявления, как к верующим. Он имеет отношение ко всему миру, я считаю. И верующим, и неверующим людям. Нам, если вот уже немножко знающим богословие, да, он может сказать где-то водитель ко Христу. Ну, мы можем друг другу говорить и понимать, о чем речь. То есть он говорит нам, что мы нужно точку. Если следовать закону, то можно в тюрьму попасть. Да. Много пользы, да. Практическая, да. Зачем? Бывает, попадешь все равно. Даже Бывает, если да. не соблюдал. Но без закона ты не понимаешь, в каком состоянии находишься. Это как лакмусовая бумажка. Как у нас на уроках химии, когда опускали, и лакмусовая бумажка цвет меняла. И ты понимал, что это за состав. Но усилилось, скорее всего, потому что где-то в Библии, я не помню, где в Писании написано, что они до закона, они понимали грех. Грех они понимали, вершили самосуд какой-то, еще что-то. Но тут вот такой регламент пришел. Да. Может, не настолько они понимали, насколько да. они глубоки в падении. Потому что иногда настолько человек становится беззаконным, вот как слово, да, беззаконник, когда творят такие вещи, и даже у них как будто нет осознания, что они творят плохое. Есть общество, которое... Нигилисты, или как там Допустим, называется? я про инков рассказывал. Вот буквально перед приходом испанцев тысячами они приносили жертвы людей, вырезали сердца, бросали это тело вниз с пирамид. И люди подхватывали и детей кровью обливали, как крестили в этой крови убитых, ели, сдирали шкуру. То есть творили такие вещи, что когда испанцы приехали, они говорят, они себя ведут хуже зверей. То есть звери себя так не ведут. И поэтому даже был взгляд, что местные индейцы не люди.
почему к ним так относились. То есть некоторые, увидев, что они делают, Кровожадные. говорили, что это не люди, они похожи на людей, но они себя так ведут, что... Поэтому да, мы смотрим на законы, мы понимаем свои несоответствия. Слава Богу, что есть законы. Каннибалы. Когда закон пришел, это чувство, наверное, усилилось, да, внутреннее осуждение. Джефф, мы вообще правильно говорим? So what are the things that the law does? It's good because oftentimes we don't stop to think about what we're supposed to do with it as believers. Да, нам, как верующим, очень хорошо размышлять над тем, как применять Божий закон в нашей жизни. Right. I mean, the law is there, number one, to shine a light on our sin when we're not believers. А, When we're not believers, it shines light on our sin and it condemns us. Когда мы еще были неверующими, да, закон был нам дан для того, чтобы мы увидели, что есть грех, да, и был дан для того, чтобы мы поняли, что грех осуждается Богом. The law should drive you to Christ, to God's grace. Закон приводит нас к милости Христовой. Right? People sometimes think that the law can. People oftentimes say that the law helps you kind of contain sin, or they say the law helps to minimize sin maybe. Вот. Некоторые люди даже формулируют так, что закон помогает контейнировать, да, или минимизировать грех. But maybe that's the case in the legal system in this, but as far as our sin is concerned, the law tends to stir up our sinful desires. Вот. И, возможно, в юридической системе, да, это правильно, но если посмотреть вообще на нашу жизнь, то закон, напротив, пробуждает наши греховные желания. Right? When Paul talks about in Romans chapter 7, he talks about sin seizes the opportunity because of the commandment. It produces these desires for me to break the law, right? Because I'm sinful. В Римлянам 7 главе Павел пишет, да, что именно закон, да, он нас, как бы грешников, возбуждает к тому, чтобы нарушить его. Почитаем? Yeah, this is, if you would like to, it's in chapter 7, verses like 7 through 12. Римлянам 7 глава, 7 стиха по 12. Давайте посмотрим, да, Римлянам 7 I'm глава, gonna read through. 7 куда-то там по 12. Тоже скажем, неужели от закона грех? Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Ну, это как запретный повод получается. Но здесь, не знаю, может, я не так понимаю это. Что закон сказал, что это нельзя, и сразу же возникло ощущение, вау, Но здесь, хочется. кроме того, что ты грех сказал, что нельзя, и ты захотел, закон доносит до нас, что это плохо. То есть как знаки на дороге. То есть, допустим, без знака ограничения ты не знаешь, что это плохо ехать быстро и нарушать. То есть получается, как бы эти ограничения, они говорят, что это плохо, потому что, вот, ну, простой пример. Есть разные страны. В одной стране есть закон, и поступок этот считается нарушением закона. В другой стране этого закона нет, и это не считается нарушением закона. Знака нет, мы гоним. Знака уже нет. Ну да, ну, то есть, ну, по сути, если нет знака, как тебя могут обвинить? И как ты сама можешь себя обвинить? Закон нам дан для того, чтобы мы понимали, что это действие является грехом. И как бы это превратилось в грех. Папуасы где-то там ели людей, Мне это было нормально. и это было нормально. Они приобретали силу своего Не было это умершего никогда роста. нормально. Потому что не было закона. Ну и что? Для Они них дали это жизнь. было нормально. Они ели и приобретали силу, разум,
смелость мертвого. Но Библия же всегда стесняла. Это понятно. Но они не были просвещены. Во времена викингов каких-нибудь, например. То есть ты мог спокойно пойти дубиной, отходить кого-нибудь там или убить его. А сегодня современный человек, если он находит в себе желание кого-то убить, он куда идет? К психологу там, еще куда-то. Я хочу кого-то убить. Ну что, тут такие заказывают. Все равно у людей нравы А вот меняются. сколько И денег? нравы изменились благодаря закону Божьему, который просветил, по сути. Есть миллион денег, киллеры закажете. Нету миллиона денег, психологу Или придется. киллеру, или к психологу. Ну, Вообще что нищие, с этим церковь делать? пойти. So Вам расскажут. So the law can have this strange effect in the way it drives us to Christ. In effect, it causes us to break the law that it is there, and then at the same time condemns us for the law that it just told us not to break. So it's just То есть, знаете, the cycle, интересные, because we're да, sinful. и такие интересные эффекты могут, да, наступать от закона. С одной стороны, он говорит нам, что нельзя делать, с другой стороны, он нас пододвигает к Христу. Еще там с пятой стороны, да, он может нас соблазнять на грех. И в итоге он все равно наказывает нас за нарушение закона. That's why we have to be careful sometimes the way that we deal with people, maybe our children. Like the second you tell your kids, you can't do this, and oftentimes you're inviting them to try, like the forbidden fruit. They can't wait to try it when you're not around, right? I mean, Вот, поэтому нам, конечно, нужно быть очень осторожными, когда мы устанавливаем какие-то свои законы, особенно когда мы устанавливаем их для своих детей, да, потому что чем более пафосно родители говорят детям, вот это не трогать, не прикасаться и не делать, тем больше может возникнуть соблазн у детей это попробовать. I had this weird experience a while back. I don't know if this is exactly the same thing, but so I was gonna start taking some medicine to get my heart rhythm. Хочу Correct, привести right? пример из своей жизни. Было время, когда мне нужно было принимать лекарства, чтобы восстановить ритм сердца. And I started reading the instructions for the medication, like all the side effects and everything, right? И я начал читать инструкцию по применению этого лекарства, и там, естественно, написаны побочные эффекты. And I read this one thing, вот такие вот long список. But one of the things said, you cannot eat grapefruit while you're taking this medicine. Да ладно. Правда? И вот штучка было написано, что параллельно с употреблением этого лекарства нельзя есть грейпфрут. And so I have eaten grapefruit maybe like 10 times in my life. It's not like on my normal diet, right? Вот. Я вообще грейпфруты не ем. Может быть, я 10 грейпфрутов за всю свою жизнь съел. But after I read this thing, I'm like, I don't know if I want to take this medicine. What if I want to eat some grapefruit sometime, right? I mean, Ну, после того, как я прочитала эту инструкцию, у меня закрылась мысль. Hey, Может быть, мне не пить это лекарство, потому что вдруг мне захочется грейпфрут съесть. and I started thinking, it's not really a sin thing, but the second somebody tries to restrict you, our sinful nature says, I want to be free, right? To do what I want. Да, конечно, это не грех, но тем не менее, если мы говорим сейчас вот о нашей греховной человеческой природе, да, то есть чем сильнее запрещают, тем сильнее она возмущается и хочет попробовать что-то сделать. And so some, Попробовал. Было бы хуже, если бы сказала, а что будет, если я съем грейпфрут? Надо попробовать захотеть. try a little bit. Ну-ка. Ну, есть и противоположный пример, когда в обществе какой-то грех стирается как грех. Ну, допустим, на Западе однополые отношения. То есть буквально там 100 лет назад волосы дыбом становились у людей, когда про это кто-то говорил, то сейчас тебя могут посадить в тюрьму, если ты говоришь, что это неправильно. Вот, допустим, министра внутренних дел Финляндии, жену пастора, взрослая женщина, она когда открыто сказала, что это ненормально, и ее сейчас вызывают в суд, ей грозит уголовное наказание, что до 3 лет. То есть то, что она официально назвала, это, ну, типа... Развратом, да? Не развратом, она какое-то слово сказала, что это как бы, ну, это неестественное нарушение нормальной человека, типа уродства. Типа она сказала, что это... Да. Ну вот за такие слова можно там сесть в тюрьму. То есть вот... А с другой стороны, а сколько у пасторов детей уходят в однополые отношения? Потому что им всю жизнь говорится, это нельзя, это страшно, это так, это так. Не пастора же виноваты. И где-то дын-дын-дын. Да, мы сейчас не про Это греховная Конечно, мы не про них природа. говорим. Да. Well, this is our sin nature at work. That's not the pastor. It's completely right, right? Причем здесь пастор, здесь именно греховная природа человеческая. But I think the same thing can happen even when we make
positive laws for our kids, like you will go to church and you will like it sometimes, right? Ну, иногда вот При это... этом, да, греховная природа будет работать даже тогда, когда мы даем законы в положительном ключе, да, то есть мы не запрещаем что-то делать, а наоборот, говорим, тебе нужно ходить в церковь, тебе нужно это делать, и тут раз опять она включилась. We see that a lot of times in teenagers because they want to rebel against our authority or whatever reason, right? Особенно, да, особенно у подростков мы видим вот эту вот тягу к сопротивлению любой власти, любому авторитету. So the trick is this, I don't know the trick, the idea is that God's grace has to overcome this sin nature for us, right? That's the idea of being born again. Вот. И в чем смысл того, что мы рождаемся свыше, да, что Божья любовь, Божья милость помогает нам уйти от этой греховной природы. Because before we didn't even have the ability to not sin, right? We're slave to sin. До этого у нас нет вообще никакой возможности не грешить. Мы рабы греха. But as we become believers, we have now, as reborn people, the ability to sin or to not sin. Но как только мы становимся верующими, как только мы становимся возрожденными, у нас есть выбор, грешить или не грешить. And so instead of the law then stirring up sin in us, we're supposed to use the law and choose to not sin and use the law as a guide to show us what God wants from us. И мы, как верующие, то есть у нас уже закон не будет возбуждать противоречия, возмущение и желание согрешить. Наоборот, мы используем закон Божий для того, чтобы он направлял нас, защищал нас, помогал нам жить. Right? So the law then as a believer doesn't condemn you in the way that it does a non-believer. It doesn't, you're not having eternal condemnation, but it might convict you of some things you're doing wrong. И закон не осуждает нас как верующих, да, то есть нет у нас вечного осуждения, да, могут быть какие-то там неприятности со своей совестью, да, но закон нас не осуждает. It's there to kind of draw us closer to God instead of condemn us. Should have the opposite effect. Нас не осуждает, он напротив нас привлекает ближе к Богу. Because out of our love for God, we're then kind of pushed into wanting to follow the law, because that's the way we express our love for Him. Именно из-за того, что мы любим Бога, мы готовы подчиняться Его закону. Sometimes проявление любви. Sometimes we don't understand that when God says, if you love me, you'll follow my commandments. We read that. Бог нам сказал, если вы любите меня, вы исполните заповеди мои. And we oftentimes take that as a commandment. И частенько мы берем эти слова и используем их как заповедь, как дополнительный закон. You love me, follow my commandments. That's the закон, right? Любишь меня, исполняй мои заповеди. But it's not a command, it's a statement of fact, right? If you love me, you will follow the command. It's just the way you are. Но когда это писалось просто как констатация факта. Если вы меня любите, то, конечно, будете следовать моим заповедям. And so this is the proper use of the law for believers. It's to point us to God, to show us what He expects from us, to help us to love God with all our hearts and to love our neighbor like ourselves by using these Таким laws. образом, да, мы как верующие должны использовать этот закон, да, любить Бога, использовать Его заповеди, чтобы направляли нашу жизнь, и любить Бога и любить ближнего своего. And so as we work our way through these commandments and see how they relate to us, we want to try to keep, I guess, all of these things in mind, because we're in the new covenant now. We're not under the old covenantal arrangement. Some parts of the covenant have changed in the way we relate to God. И, конечно же, когда мы будем рассматривать закон ветхозаветный, да, мы будем всегда его сравнивать с Новым Заветом, потому что какие-то вещи приобретают новую окраску в Новом Завете. Comments, questions? I think we need to get Вопросы, комментарии. wrapping up.